Всем привет, меня зовут Ируша, и сегодня я буду говорить о том, как женщины видят перед собой мужчину-оленя, вот такое благородное животное с рогами, которое пишется через О. А сегодня я буду говорить про мужчин, которые назвали сами мужчины так, обозвали, я бы сказала, наверное, более подходящее слово. Не очень-то это благородное дело, унижаться, бегать, добиваться до конца, и не очень они рукопожатные. Вот как раз эта тема оленизма, как не попасть в стойло, вот в ловушку женщины, которая будет и хвост, и гриву использовать. И пишутся такие мужчины через олени. Знаете, женщины, они сотканы из противоречий. И, с одной стороны, женщинам нравится, когда их добиваются, бегают, преклоняются перед ней. А с другой стороны, сами женщины не хотят жить с другими мужчинами. Им нравится, и они уважают других. Они уважают, у кого есть мужской стержень. Сегодня про свои случаи в моей жизни с мужчинами-оленятами. Женщины как понимают, что перед ними мужчина-олень? Да он соглашается со всем. Он терпит все. Он такой вот прям терпило конкретный. У нормального мужчины, у него жизнь, она не крутится только вокруг женщины. А женщина, естественно, хочет, чтобы было наоборот, чтобы все делалось для нее, кредитка была бы опустошена полностью только на нее, он должен быть деловой, успешный, но время он должен полностью тратить на нее, терпеть ее все капризы, вот, эмоционально он должен быть таким очень стрессоустойчивым. Ну, в общем, полный набор. И сегодня я скажу на самом деле, что счастье-то это не приносит быть вот этим мужчиной-оленей. Их, конечно же, еще очень много, они не перевелись, и в этом-то и проблема, потому что портят они женщин, настолько избалованные женщины вот такими мужчинами, что уже совсем слетели с катушек в своих желаниях и сами не понимают, что им надо. Как это из фильма, они сами не знают, чего они хотят. В общем, сегодня буду говорить об этом. Зигмунд Фрейд сказал, что мы встречаем человека, который уже есть в нашем сознании. Женщины очень быстро понимают, будут они с этим мужчиной или нет. Там разные критерии, там и по запаху как-то, да, можно и... Ну, я сама женщина, могу сказать, что достаточно 2-5 минут, чтобы определить, вот тебе нравится мужчина или нет. И там, если женщины, там, критерии там высокие, к примеру, конечно. В настоящее время, если мужчина будет не очень высокий, но у него будет статус и деньги, здесь уже все это нивелируется, и женщина уже с интересом будет смотреть. Но, тем не менее, в общем, что называется общая температура по больнице, женщина почти сразу понимает, будет она с этим мужчиной или нет. Поэтому это мышиная возня вот этого мужчины-оленя, который с самого первого дня, как его определяет женщина, она понимает, что он не очень-то такой вот с таким прям мужским внутренним стержнем. А откуда это берутся такие мужчины? Для меня, мне кажется, что этим, конечно, должен был заниматься папа, отец, который бы сказал в определенном возрасте сыну, что, сынок, ты с женщинами должен быть такой, 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 думать о себе, быть самодостаточным и предупредить, что существуют на Земле женщины, которые могут пользоваться, которые могут манипулировать и которые могут обманывать. И, конечно же, воспитывать в мужчине мужской стержень, по-мужски воспитывать. Соответственно, так как у нас воспитывается много мужчин только мамой, и в разводе очень много людей, то есть одним каким-то родителям, вот этих разговоров, когда крошка сын к отцу пришел, их нету, к сожалению. Но есть сейчас доступные видео на том же самом YouTube, где можно ознакомиться с тем, что происходит в мире отношений, и как женщины
пользуется активно всем. И поэтому женщина видит, что там за мной один бегает, пусть этот побегает, что мне жалко, что ли? Пусть он подарки дарит, он старается, мне там нужно, он меня свозил куда-то. И женщина, скорее всего, понимает, что никакого будущего не будет, но, естественно, она это говорить мужчине не будет. Зачем же это делать? Женщина разумное в этом смысле существо. И когда есть интерес свой какой-то. И поэтому, мужчина в этот момент, такой мужчина-олень, он радуется, что эта женщина, она дала возможность ухаживать за ней, да, у него полностью, вот эта прошивка, как говорят мужчины, оленизма, что он должен добиваться. Сегодня она отшила, завтра я еще пойду в бой и добьюсь того, что хочу. Я же мужчина. И вот этого мужчину-оленю она будет динамить его, она будет им манипулировать. Она будет так крутить, вертеть, как кукловод в театре. Потому что она еще больше с этим мужчиной понимает, что она очень ценная. И она может посомневаться, если мужчина будет очень крутой, классный, который тоже там нужно постараться, чтобы он с ней был. А вот с таким мужчиной, который там полностью отдает время и бегает, естественно, она еще больше поднимается сама, вот ее самооценка поднимается. В этом и проблема, что у мужчины они раздувают вот это эго женщины, вот эти мужчины-олени. Потом эта женщина очень плохо относится к другим мужчинам, потому что там же все, там вот как раз-таки эта корона выросла. Какое свойство мужчины-оленей и женщины видят? Да, они прогибаются во всем под женщину. А женщины, они же интуиты. Они, вот знаете, бывает момент, когда женщина там с мужем едет, жена, говорит: слушай, давай, вот это не надо делать. И раз и действительно так случается, что не надо это делать. Потому что у женщины интуиция больше развита, чем у мужчины. Поэтому женщина, она сразу может понять, что вот этим парнем можно манипулировать. Здесь секрет-то в чем, чтобы быть женщиной? Да просто нужно ей понравиться. Если мужчина нравится женщине без вот этой вот беготни оленячей, тогда у женщины даже и манера общения меняется, она более ласково говорит. Она не хочет испугнуть такого мужчину, не хочет обидеть. А вот с этим мужчиной-оленей она будет поступать плохо, ужасно. Она его не будет уважать, и поэтому она будет там как-то, может, грубо разговаривать с ним, она не будет прислушиваться. Знаете, как вот если здоровая психика у человека, вот есть психика людей, которые притягивают вот таких же, которые начинают над ними издеваться, им как бы это норм. То есть там нужно, конечно, разбираться, что было в детстве. Может, человек привык к этому, модель такого поведения видел в семье. Но нормальному человеку с нормальной психикой, да, он уйдет, развернется, потому что он любит, уважает себя, и ему это не нужно, такое отношение к себе, он просто его не потерпит. Проблема мужчин-оленей в том, что они всегда хотят быть хорошими и удобными для женщины. Они боятся, что если они покажутся неудобными, то женщина сразу пропадет. Где часто бегают по лужайке эти мужчины-олени? Они бегают по лужайкам с разведенными женщинами. То есть вот это тоже достаточно часто встречается, и когда мужчина там сначала натерпелся в одной семье, и потом встречает женщину, у которой ребенок, и тащит еще эту семью, тоже там все выполняет, что она хочет. Но здесь еще момент такой, что вот в этом сейчас матриархальности, я оговорилась по Фрейду, но не так. Мы живем в матриархальном мире, то есть все идет к этому. И получается, что если ты как бы не олень, то у тебя меньше шансов жить в семье, чем у этих мужчин-оленей. Потому что женщины закручивают гайки, тем более уже
столько всяких видео записано, что там мужчина должен ей делать, этой принцессе. Что касается меня, если вам интересно, у меня были эпизоды, когда мужчины сразу так включались и начинали дарить подарки. Но был и мужчина, который, когда я не давала хода отношениям, он мне просто в открытую сказал, что я бы не хотел просто выступать каким-то кошельком или там бегать за тобой, если ты не хочешь. Это вот здоровый взрослый разговор, откровенный, искренний, самодостаточного человека. Я потом уже поняла, я даже не знала этого термина, что он существует, этот олень, и поэтому только потом уже поняла, когда вот мужчины действительно одаривали подарками, что это, в общем-то, оно самое было, потому что мужчина один очень хорошо ко мне относился и, конечно, скорее всего, рассматривал меня как не просто друга, хотя мы дружили, и поэтому задаривал. Я думаю, что все-таки это была, наверное, не очень правильная тактика. Сейчас я так думаю, потому что это результата никакого не принесло. То есть у меня ничего не изменилось от того, что он мне что-то дарил. Я как его не рассматривала как мужчину, так и дальше от этого, что я была одарена чем-то, и не рассматривала. Так что делайте выводы, что называется, господа. Мне кажется, что если сейчас мужчины все больше и больше будут просыпаться, что вот эта вот оленячья схема, она и плоха, она и вредит самим мужчинам, она и вредит женщинам, хотя женщины не дают этому отчет. И впоследствии это портит отношения очень сильно, а кто-то из-за этого вообще не может завести отношения. Поэтому по всем фронтам это только портит. Здесь нужно разграничивать. Это не значит, что не надо вообще ничего дарить человеку. Это не значит, что ничего не надо делать, не помогать и вообще отстраняться. Если мы будем равнодушны друг к другу, так вообще не пойдет. Но не прогибаться и какие-то, чтобы это были достойные отношения, чтобы оба человека уважали друг друга. Всем спасибо большое за внимание. Увидимся уже скоро. До новых встреч. Пока.